В этом видео вы узнаете главный закон отношений, который нарушают периодически все женщины. Главный закон звучит так: не пилим мозги, а разговариваем. Женщина пила. От этого сжимается каждый, наверное, мужчина, который сразу представляет образ вот этой вот зудящей женщины, которая что-то истерически говорит, а толку никакого нет. Действительно, пилить мозг неэффективно. Что значит пилить мозг? Как это происходит? Почему один разговор от женщины мужчина будет воспринимать, что она его пилит, а другая женщина действительно решит с ним какую-то проблему, задачу и при этом не будет ощущаться как пилой? Где вот эта разница? В чем она? Разница, безусловно, энергетическая. Когда вы разговариваете с человеком, конфликтуете, выясняете, что-то делите, притираетесь, и при этом ваш оппонент уверен в том, что он говорит, он хорошо понимает, что он чувствует, он точно знает, что он хочет, и поэтому от этого он находится в уверенном состоянии и может вам фактами аргументировать что-то, донести доводы, объяснить свою позицию. И у вас может состояться легко такой дипломатичный разговор, где вы можете услышать его позицию, рассказать свою позицию и как-то договориться. Но для того, чтобы это произошло, хотя бы один из двух должен понимать, что вообще происходит с ним в этот момент. То есть, проговорю еще раз, осознавать, что он чувствует по этому поводу и быть готовым озвучить эти чувства. И понимать точно, чего он хочет. Потому что когда, про женщин так часто говорят, хочу, но сама не знаю чего, это самое ужасное. Мужчина теряется от этого. Поэтому важно самой, прежде чем начинать говорить, четко знать, простроить картинку точки Б. Вот сейчас я в точке А, и здесь ответьте себе на вопрос, что я чувствую, что со мной происходит, какие чувства во мне. И простройте, визуализируйте точку Б. Как я хочу, чтобы было. И только имея заранее с собой внутри, разобрав по полочкам свою точку А и свою точку Б, идите с мужчиной в разговор. Тогда есть шанс, что разговор получится, потому что женщины более склонны проговаривать все. Не всегда верно, иногда это просто какой-то поток неструктурированной информации, которая пугает мужчину. Но тем не менее нам, женщинам, легче говорить о своих чувствах. Мы природно более склонны к этому. Поплакаться, рассказать, что-то открыться. Мужчины чаще закрыты на проговаривание. Они не разрешают чаще себе проговорить все по деталям. Поэтому ваша задача, женская, мудрая задача в отношениях, проговаривать, но не пилить, а проговаривать верно. Итого, подводим итог этого видео. Если нужно какой-то конфликт, что-то с мужчиной, с мужем, с любовником, с партнером проговорить, решить, важно простроить свою точку А. Я сейчас нахожусь здесь, меня не устраивает то-то, то-то, и я, самое главное, чувствую то-то, то-то и то-то. Прям выписать эти чувства, осознать их, ощутить. И точку Б. Я хочу, чтобы стало так-то, и конкретно, что должно измениться, систематизировать, структурировать. Мужчины, они очень структурные, в отличие от нас. У нас тоже есть мужская часть, которая дает нам структурность, но в нас больше женской обычной части. У мужчин больше мужской части, они структурны. Поэтому им важно нести эту информацию максимально структурно, насколько вы сможете. Если это видео оказалось вам полезным, пожалуйста, поддержите его и поставьте лайк, чтобы оно могло распространиться и стало доступно другим людям. Подписывайтесь на канал, приходите в гости. И если есть вопросы, смело пишите их внизу в комментариях. Я читаю комментарии, стараюсь отвечать на все ваши вопросы. До встречи, пока!